Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся порцией актуальной информации касательно 11 сентября. Поэтому не пропустите все про 11 сентября. Какой сегодня праздник, что у нас по народным приметам, что у нас сегодня по лунному календарю, что нужно обязательно сделать, что нельзя делать и многое другое в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. И начнем, как по традиции, друзья, мы с народного календаря. Итак, народные приметы на 11 сентября 2021 года. 11 сентября празднуют народно-христианское торжество, получившее название Иван Предтеча, Иван Постный. В этот день в церквях отмечают великий праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, посвященный страдальческой смерти Крестителя Господнего. 11 сентября православная церковь вспоминает трагическое событие – усекновение честной главы Иоанна Предтечи. На Руси этот праздник известен под названием Ивана Постного или Головосека. Стоит отметить, что ни одного святого наши предки не почитали так строго постом, как Иоанна Крестителя. В день его мученической кончины проводили в строгом воздержании и молитвах. В старинных сказаниях Иоанн Предтеча почитается как целитель головной боли. С этой целью есть даже особая молитва святому. Известно, что молитвенное обращение к пророку Иоанну помогает не только от головной боли, но и исцеляет даже от тяжелых болезней головы. Кроме того, молитвы к святому помогают покаяться, изменить образ мысли и осмыслить свою жизнь. В народе в эту дату принято встречать постом, поэтому и день назван Иван Постный. 11 сентября на Предтечу нельзя было ни в коем виде есть шаровидную пищу, так как она напоминала голову Ивана. Поэтому крестьяне даже щи не варили из капусты. По этой же причине запрещалось копать картофель и рвать яблоки. Старались в этот праздник не брать в руки ножи, косы, топоры и другое острое режущее оружие. Даже иголка была не исключение. Для измельчения еды использовали только руки и толкушки. Хлеб 11 сентября не резали, а ломали руками. Если же ослушаться этого запрета, то на хлебе могла выступить кровь Иоанна. Не пили красные напитки, не ели такого же цвета продукты, как перец, помидоры, арбузы. А поскольку бытовала народная примета, что иначе в семье прольется кровь. Обязательно ходили в этот день в церковь те, кто страдал головными болями, вставали у иконы Ивана Предтечи и просили у него излечения. На Ивана Постного никто голову не мочил, иначе можно было себе мигрень намыть. Считалось, что и от расчесывания лучше сегодня отказаться. В праздник Ивана Предтечи было запрещено веселиться, так как Иван всегда вел тихий образ жизни, и в память о нем рекомендовалось тоже провести этот день в спокойствии и размышлениях. Работа на полях в этот день не рекомендовалась, а вот на территории двора не считалось грехом похозяйничать. Главное, в руки не брать косы и другого острого орудия труда. Тот же, кто осмеливался ослушаться запретов, мог лишиться руки или языка, а его семья сталкивалась с голодом, так как собранный урожай уничтожался пожаром или ливневым дождем.
ходили 11 сентября в лес за целебными кореньями, а также за ягодами, но только не красного цвета. Их засушивали и использовали во время приступов головной боли. Устраивались сегодня и репные праздники, во время которых все сидели за скромными столами с блюдами из репы и беседовали практически шепотом. Приглашали на репное торжество и нищих странников. Праздник Иван Постный в народе считался переходным периодом в заботах крестьян. Заканчивали работу в полях и начинали заготовку зимних солений. В этот день открывались базары и ивановские торги, на которых продавали летний урожай. Среди соседей существовала традиция 11 сентября меняться овощами, ягодами и фруктами, которые уродились в этом году, чтобы следующий урожай такой же был хороший. В праздник Ивана Предтечи знахари проводили различные обряды, читали определенные слова, часто направленные на избавление от головной боли, гнойных ран и кровотечений, а также от одиночества. А вот люди, родившиеся на Ивана Предтечу, скрыты и недоверчивы, обладатели высокого интеллекта, да редко им пользующиеся. Как правило, они верят в судьбу. Им подходят цитрин, тигровый глаз, топаз, нефрит, опал и гиацинт. 11 сентября, в день Иоанна или Ивана Предтечи, нужно не забывать о запрещающих приметах и обязательно помнить о том, что нельзя делать в этот великий церковный праздник. В этот день, как мы уже говорили, вспоминает о смерти Иоанна Крестителя, которому за его веру была отрублена голова и преподнесена Соломее на блюде. Именно по этой причине 11 сентября ни в коем случае нельзя есть продукты круглой формы, которые напоминают человеческую голову, подавать еду на круглых тарелках, а также пользоваться ножами, вилками, ножницами, топорами и другими острыми предметами. В день Ивана Предтечи пищу надо брать строго руками, отламывая или откусывая от нее куски. Также 11 сентября нельзя употреблять в пищу любые красные продукты, которые напоминают цвет крови: арбузы, помидоры, борщ, томатный сок. Также в этот день не рекомендуется есть жирную пищу. В день Иоанна Предтечи можно соблюдать строгий пост, поэтому молочные, мясные и рыбные блюда тоже под запретом. Хозяйки 11 сентября не должны печь хлеб круглой формы, а также блины, лепешки и оладьи. Кто их съест, почувствует сильное головокружение или же вовсе потеряет сознание. Нельзя в этот день танцевать, шуметь, петь, поскольку это большой грех, за который нарушитель будет наказан болезнями, неприятностями и горестями. В день Иоанна Предтечи можно лишь молиться и каяться. В день памяти усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя деткам, не достигшим годика, мыть голову, иначе его не скоро заговорят. К тому же эти малыши будут не успевать в учебе, так как у них будет короткая память и плохая усидчивость. Не стоит 11 сентября незамужним девушкам доделывать материнскую работу. Например, домывать после мамы посуду, полы, делать уборку, иначе весь год просидят под маминым крылом в одиночестве и без любви. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 11 сентября 2021 года. Это у нас с вами будут 5-е и 6-е лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Скорпион. Это один из лучших дней месяца для реализации своего потенциала, когда вы можете легко и быстро добиться победы в любом деле. Найдется верный помощник, который бескорыстно готов оказать содействие. Также вы в этот день можете встретить интересных людей и даже посетите интересное мероприятие или семейный праздник.
В день усекновения главы пророка Иоанна не одевайте ни в коем случае одежду красного цвета. А сегодня также отличной защитой от недоброго глаза станет булавка, которая незаметно будет приколота к краю одежды так, чтобы она соприкасалась с телом. Как мы уже сказали, Луна 11 сентября находится в знаке зодиака Скорпион, а это период повышенной эмоциональности и перепадов настроения. Поэтому сегодня избегайте стрессовых ситуаций, не поддавайтесь на провокации, потому что даже маленький конфликт может закончиться серьезным скандалом. Не занимайтесь самобичеванием, деловые поездки принесут вам прибыль. Также именно сегодня у нас шестые лунные сутки, которые начинаются в 11 часов 35 минут по московскому времени. Поэтому постарайтесь сегодня отдохнуть и психологически, и физически. Адаптируйтесь изменениям, произошедшим с начала месяца. Воздержитесь сегодня и от любых поездок, не одалживайте никому личные вещи. Как мы уже сказали, растущая Луна, а это значит, что Луна начинает расти, что обуславливает прилив сил. Поэтому займитесь сегодня активной физической деятельностью. Пассивность приведет к вспышкам агрессии и гнева в будущем. Начинайте сегодня реализовывать поставленные цели. Сегодня, 11 сентября, настало время принятия самых ответственных решений. И улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность концентрации на пути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого. Поэтому сегодня, 11 сентября, смело беритесь за новые начинания. Разрабатывайте бизнес-планы новых проектов и возлагайте на себя обязательства, но только те, которые окажутся посильными для вас. И сегодняшний день считается одним из самых благоприятных дней. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. И без пробуксовки сегодня продвигается любая научная или общественная деятельность. Легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола. И сегодня у людей улучшается самочувствие, повышается настроение, и человек становится более энергичным и удачливым в делах. Именно поэтому на этот период эмоционального и физического подъема следует планировать все свои самые важные и ответственные дела. 11 сентября это у нас был день недели суббота, а этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением. Поэтому в этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни. Образно говоря, распутывайте завязавшиеся узелки. Также в субботу составьте предстоящие расходы, а также свои бизнес-планы, которые будут со временем самыми удачными. Если есть возможность, именно сегодня, в субботу, 11 сентября, проведите деловые встречи и не откладывайте их на воскресенье. Также, что касательно Луны в Скорпионе, касательно вашей прически, то Скорпион неоднозначно влияет на прическу, потому что все-таки Скорпион коварный знак, и от него можно ожидать все, что угодно, как удачу в личных делах, так, к сожалению, и полный крах. Но в шестые лунные сутки это будет у нас неблагоприятный все-таки день для стрижки. Манипуляции с волосами вызовут долгую простуду. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Не следует сегодня проводить серьезные эксперименты со сменой цвета, поскольку нанесенный тон будет держаться в течение длительного времени. Это благоприятный период для осуществления процедур именно по укреплению волос. Поэтому именно в эту субботу этим и займитесь.
Также 11 сентября нейтральный день для любых стрижек. Друзья, вот такой у нас с вами 11 сентября. С одной стороны у нас с вами праздник по народному календарю, а с другой стороны у нас растущая луна, когда открываются перед нами большие горизонты, и мы с вами можем двигаться только вперед и соблюдая только созидательные действия в своей жизни.